А, вот это деревенька, да? Тихо, тихо. Да? Расскажи о себе. Что? Ты меня не знаешь? Все меня знают. Вау, вау, полегче. Леди и джентльмены, приветствую. С вами сэр Холмс, Моровинд, Тамриэль Билд. Продолжаю. Начинаю из библиотеки Телвани, в которой остановился в предыдущем эпизоде. И единственное, что я сейчас хочу, это поскорее ее покинуть, потому что я довольно сильно тут задержался. И мне тут поднадоело. Еще бы вспомнить, как тут куда идти. Вы не поверите, как долго я пытался найти книжки про краткую историю Империи, забыв, где я их нашел изначально. А, кстати, подождите, нет, я не хочу пока уходить. Тут вроде поспать можно у них. А то у меня беда, что я не могу восстанавливать ману сейчас, буквально. Не с чего восстанавливать мне ее. Кончились все. Так, давайте, наверное. Вот. Я вангую, что вот это общая комната, да? Вот эта кровать выглядит свободной. Хоть немного ману восполнить перед тем, как... Немного передохнуть. Ладно, так нормально. Вот, и... продолжать искать место для паломничества, которое нужно для вступления в храм, для инициации. Я уже наизусть запомнил, что это где-то бэкроадс, какие-то обходные дороги. Пропусти, пожалуйста, меня. Да, можешь убрать призрачный забор. Ты ничего не украл. Хорошо, можешь уходить, если пожелаешь. Не украл? Разве? На самом деле я прихватил с собой историю Дагерфола. О, прекрасная погода, солнечная. Да, вот она, история Дагерфола. Как-нибудь потом на досуге почитаю. Да, прекрасно тут все выглядит. Да, какие-то обходные дороги в скалах между Хелнимом и Тельматриврой. В принципе, это может быть здесь. Вот Хлабулор, кстати, отметили на карте мне. Давайте-ка еще раз сверюсь. Так. Храм посвящения. Паломничество. Вот, святилище одиночества, да? Да, обходные пути. Горные какие-то на запад от Тельматривры, на восток от Хелнима. Ладно, в принципе, это может быть и тут. Давайте-ка посмотрим. Тем более, что пейзажи тут красивые такие. И это похоже на дорогу даже. С этим парнем лучше разделаться заблаговременно. Что-то он какой-то неспокойный. Так, хорошо. Гробница и скелет стоит на страже. Это все замечательно, но я бы хотел еще сюда вот заглянуть. Меня почему-то привлекают эти арки, естественные своды.
показалось, что там... Горит. Никому не хочу испортить тут брачные игры снова. Ой, ой, жук. Уходи. Очень интересно, что бездоспешный бой укрепляет это скорлупа жуков. О, здрасте, здрасте. Рад вас видеть, друзья. Ау! Вот тебя еще не хватало. Давай, давай. Леголасовский метод. Не перестреляешь меня. Но подранили, конечно, чертя. Раз, кожа нет, такая же, как у меня. Какие-то вы неинтересные совсем, друзья. Вот у них тут и поспать можно. Так, а где еще один-то? Вот он, оборотный момент. Граунд каверов травы-то, что не видно ничего в ней. Это вот не предполагалось, что так должно быть. Ладно. О, хлеб, давай, отлично. С собой возьму еще в дорожку. Давай, все. Соленый рис. Тоже давай сюда. Надо бы ХП подвосстановить немного. Так, ну я как-то углубился не в те стороны на самом деле. Слишком на север, хотя путь мой должен лежать на юг. Ох, неплохо. Так, ну это пока смысла нет чинить. Еще не настолько изношено. Так, солитов же у нас только шкура выпадает, да? Этот больной вообще. О, пещера какая-то. Окей. Ничего интересного тут больше не вижу в окрестностях. Го в пещеру. Давненько я не бывал в пещерах. Еще и заперто, смотри. Селанастерис. Красиво. Красиво называешься, пещера. Вау. Ладно, у меня есть 2 зелья восстановления маны, я могу себе позволить. Тут фуржериквама у нас. Тут у нас, видимо, хотя сейчас я слышал скелета, похоже. Эй. Так, что-то у нас урон холодом, да, сейчас выбран у меня. Угу. Как много у меня ледяных стрел.
Давайте вот урон молнии. О! Прекрасно, с вас стрелы хоть пополнить можно. Они все равно сопротивляются магии все. Тут хоть освещение есть. Слушайте, мне может быть даже придется взять свиток рано или поздно. Ой, свиток. Факел. Грибочки кругом растут. Интересно. Скоро ложка кончится. Последний заряд у ложки остался. О! Самый раз. Так, кто у нас там? Наверное, некромант какой-нибудь. Нападет, не нападет. Может его успокоить, попробовать? Тихо, тихо. Ах, не. Давненько не видел таких органиан шустрых. А, здравствуй, я тут не особо с тобой собирался драться. Расскажи о себе хоть немного. Я Лас Реларис, некромант. Давненько не разговаривал с некромантами в их естественной среде обитания, так сказать. Что слышно тут у вас в пещерах? Слухи про этих отступников и до сюда дошли. Ну, я так вижу, у нас с вами особо нет темы, о чем поговорить. Ну, может, какой-нибудь совет на прощание? Или секретик? Нет? Ладно. Я да у вас тут пополню запасы, с вашего позволения. Запасы чего-нибудь, я не знаю. Скатл. Скатлом можно перекусить. Ага, вот как ты тут, да? Пригвоздил парня. Человеческая плоть на обед. Чудесно. Надо контропий, костяная песня. Ну, такой прям. Некромант, некромант. Это можно все на продажу взять. Свиточки. Так, вот это, кстати, наверное, даже будет поинтереснее, чем мое нынешнее копье. Да, так и есть. Оно хоть не будет меня бить током. Беру. Дайте сразу его. На быстрый слот. Отлично. О! Восстановление маны хоть какое-то. На продажу. Ложка. Неинтересное оборудование. Можно это взять тоже на продажу. Вот эту вот ступку тоже, да? Ага, давай. Обчищу некроманта хоть. А вот и факел. А вот факел.
Давайте даже штуки 3 возьму с собой. Закину к северу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Вот ты... Ай, там кто-то у меня за спиной же, да? Уйди. Фух. Неловко получилось. Я на самом деле не хотел его убивать, но ладно. Духа предков. Все, спасибо. Скатал, да? Давай. Перекусим. После хорошей драки. Что у нас? Еще стрелы. Такие же. Какой-то нетипичный мешок тут. Я таких мешков не встречал еще. Да, и тут я понял, что слишком давно уже в Моровинде запомнил, как выглядят все мешки. Хотя тут их всего-то 2 типа, по-моему, да? Было бы что запоминать. Так, что это? Все, что ли? Вся пещера ваша? Похоже на то. Ну, нашел себе получше алебарду, и то в путь. Зачарованно, красиво. Не каждый органянин может себе такую позволить. Далеко не каждый, особенно в Моровинде-то. Какие торчат древнерские руины. Ага, вот я и вышел опять. К скелетам всяким. Тоже закрыто. Удивительно. Неужто они взялись за ум, наконец-то стали закрывать? У скелетов никогда ничего хорошего нет в инвентаре. Святилище Святого Велота. Давай, конечно. Вселение Велоты. По-моему, это увеличивает интеллект. Так, отлично. Тут можно их ловить, в принципе, этих ребят в камне душ. Эх. Сейчас бы ингредиентов, которые ману восстанавливают, а? Это что тут у нас? Жемчужина, смотрите. Это может быть опасно. Нормально. Неудобно тут воевать, конечно. Поймать его? Поймаю. Давай, давай, иди сюда. Ай. Получил, получил. Что он со мной сделал? Скорость поел мою. Так, и пошел в обычный камень душ. Можно что-нибудь зачерпнуть. Смотрите-ка, небольшая гробница. О, коммуника, отлично. Как-то она не водится в этих краях, похоже, особо. Я, знаете, был так самоуверен, что, ну, коммунику везде тут можно в Моровинде найти, растет повсюду.
Ее запасы бесконечны. А черт, там плавал. Паула, книга первая, встречка. Иллюзию прокачал. Ни разу не видел такую книгу, надо взять. И даже продавать не буду. Там, может, почитаем тоже когда-нибудь. Еще повысил навык. А, что со мной не так вообще? Это, наверное, меня стукнул какой-нибудь черт. Все, выносливость коту под хвост. Может, еще что высосали, а? Так. Ловкость. Что меня еще бафает ловкость? Вот так. Вроде бы можно. Рубин. Смотрите-ка. В глазу у черепа лежит рубин. Ну, конечно. Блин. Фух. Так, надо скорее лечиться. О! Отлично. Это, конечно, было немного с моей стороны. Давай, вмешательство. Восстановление LMC. Отлично. Все сняло как рукой. Все, обратно все эти штуки теперь. Так, и давайте попробуем зачаровать какое-нибудь колечко. Вообще неважно, чем там. Так вот. Вот это все равно на продажу. Окей. Не получилось. Бывает. Так, и сварить зелье сразу хочу. Коммуники и сердце. Отлично, получилось. О, кстати, сейчас обычная уже готовится. Все еще мощная довольно. Какой он фиолетовый цвет был, видели? Темнеет. Не очень интересно в темноте это все. Еще геодрические какие-то развалины тут. А, вот это деревенька, да? Может, у них тут ночлег найдется для меня. Ничего особо примечательного не вижу. Хлавулор. Здравствуй, добрый мир. Ага, судя по всему, рыболовецкая тоже. Эй, привет. А ты в деревне рыболова Хлабулор.
Если хочешь с нами поговорить, обратись к Трелла Вареси. Она это оценит. Ну, без проблем. А где она? Долларом уже почти о ней волнуется. А что с ней-то? Может, о себе расскажешь лучше? Меня зовут Ренде Саленс. Мне нравится здесь. Здесь хорошо охотиться. Хотел бы я, чтобы мои лук и стрелы работали и под водой. Тогда бы я был и хорошим рыбаком. А что у вас тут слышно? Я слышал, что в Тельматривре что-то, какая-то проблема назревает. Это немного ниже вдоль озера. Что-то по поводу храма и Телвани, которые явно не ладят друг с другом. Какой сюрприз. Расскажи про местность, про это, что тут вообще у вас интересного. Ты достиг северного конца Великого озера Баэти, путешественник. На запад хребет Баэти и дорога к морю, к побережью внутреннего моря. Спасибо. А с чем вы тут, кроме рыболовли-то, живете? Охота еще, да? Понятно. А что тут у вас? Переночевать-то где-то можно? Ну, вообще у нас тут не так много услуг, путешественник. Обычно мы ходим на юг, вдоль берега, в Тельматривру. А кроме Треллы у вас кто-то интересный еще есть тут? Наш неофициальный гетман — это Долрен Парес. Но мы друг на друга смотрим как на равных здесь. У него просто побольше контактов снаружи деревни, с пределами деревни, понятно. Какие-то примечательные места, может. А ты в Хлабулоре, в самой большой деревне на конце озера Бейти. Ну, понятно, видимо, тут. А что, кстати, про Телванскую библиотеку думаешь? Вот недавно там побывал. Приятное место. Она вроде бы на запад отсюда. Мы ее никогда не посещаем. Ты должен быть либо очень умным, либо телванцем, чтобы войти. Ага, ну я вроде и туда, и сюда соответствую. Так, где Трелла? Это... Вот она. Может, Гетман еще что интересного скажет. Здравствуй. Мне сказали, что ты не прочь пообщаться с чужеземцами вроде меня. Да? Расскажи о себе. Что? Ты меня не знаешь? Все меня знают. Вау, полегче. Теперь я тоже тебя знаю. Чем проживаешь? Ага, скаут. Это мы знаем уже все. Расскажешь, может, чего интересного? Нет? Совет, секрет? Можешь сказать мне, какова последняя мода в Портеланисе? Не так-то просто поддерживать, видимо, славу своего имени, если ты такой же знаменитый, как я, говорит. По поводу секрета. Прости, но я тебе ничего не скажу. Я стала очень знаменитой персоной. А ты должен сам это выяснить. Ладно. Чему-то научить можешь, говорят. О, это приятно. Так, блок на ловкость. Атлетику, наверное, вряд ли. Силу. Ну-ка. Ловкость, скорость, сила. Что у меня из этого не максимальная? Скорость. Да. Атлетики нет, уже не может. Ладно.
Приятно было пообщаться. На самом деле, не очень. Давайте к старости зайду. Доброго вечерочка. Да, привет, привет. Расскажи о себе. А ты думал, я гетман этой деревни? Не. Мы с такой ерундой тут не заморачиваемся. Я просто Долрен Парес. Парень, который всем говорит, что делать. Хотя никто его не слушает. Чудесно. А расскажи про деревеньку-то, про свою. Название Хлаблор. Мы гордимся этим местом. Хорошее имя. Ага. Это все. А вот совет говорит, пожалуйста, веди себя так, будто Трелла очень знаменита. А то, ну, видимо, может нехорошее настроение впасть. Маленький секрет. Величайший секрет нас всех — это как мы поддерживаем счастье Треллы. Мы просто осторожны, очень-очень осторожны. Может, тебе получится как-то забайтить? Что с этой Треллой не так-то у вас? Она одна из жителей деревни. Как местный гетман, это моя работа присматривать за людьми здесь. Но у нее есть проблемы. Слушай, а ты не мог бы мне помочь? Ну, наверное, а что надо делать? Ты поможешь? Замечательно. Слушай, Трелла, у нее проблемы. Проблемы с ее эго. Каким-то образом она вбила себе в голову, что она знаменитая аристократка или что-то такое. И ждет не дождется, как втереть это все в наши мозги. Ну, мы обычно ей подыгрываем, смешим ее. Но в последнее время уже стало невыносимо. Она постоянно что-то бухтит. И не говорит ни со мной, ни с Ренедо. Слушай, ты не мог бы выяснить, что ее беспокоит? Давай, пойду спрошу, ладно. Трелла, мне тут сказали, что тебя что-то беспокоит. Ты знаешь мое имя? Ну, конечно же, знаешь. Ты бы мог и положительней ко мне отнестись. Не вваливаться сюда. Тут можно и подыграть. В принципе, это тоже подыграть. Но это сразу можно... Мне даже больше нравится вторая фраза, типа... Ну, вот это... Ну, скажи мне о себе, да, я тебя очень уважаю. Вот вторая. Эй, ну, чё так... Чё такая... Как-то чувствительная? Конечно же, знаменитая мерка вроде тебя привыкла к славе. Что-то не так? Возмутительно. Что может быть со мной не так? Ну, если хочешь знать, я на самом деле недавно послала письма очень хорошим людям. Ты, похоже, очень беспокоишься по этому поводу. А кто они? Ну, я не могу выдать информацию о моих связях такому настойчивому парню, как ты. Я на самом деле послала весточку Мерладору в Латанисе, самому знаменитому модельеру, и Галину Сидретти, капитану стражи в Тельматривре.
И как только я получу ответ, я ожидаю, что они придут в мою великую... Мое великое пристанище через несколько месяцев. Ну типа ждет уже несколько месяцев. Понял, понял. Ну, это, конечно, все забавно. Вот в Тальматривер у меня нет сейчас планов идти. Может, еще что тебя беспокоит? Я жду не дождусь ответов на мои запросы. Это очень захватывающе. Я вижу, что ты не в силах понять идею, не в силах справиться, видимо, с собой, видя такую славу. Ладно. Зайду как-нибудь к этим ребятам. Потерпи еще пару месяцев. Так. Да чтоб тебя, муха. Надо переночевать где-нибудь таки. Где-нибудь здесь забьюсь. Алебарду подготовлю. Так. Давай, 8 часов. Это 5 утра как раз расцветает. Отлично. Тальматривера, правда, сейчас не горю желанием особым идти. Там молчущий. Как его штырит, смотрите. Сейчас, может, сердец до эдра хоть наберу тут. Вон, Тальматривера, да, там. Какой туман, смотрите, там. Это горячий источник, наверное. Давайте глянем, что тут. Альтмирати. Красивое название. Тут, похоже, еще, да, несколько уровней. Я попал в святилище. О. Ланфер.
Вермай. Просто перестреляю вас всех. И, наверное, церемониться особо нет смысла ведь. Бонитовый топор, давай сюда, конечно. Вот с этими вот ребятами тоже. Ого, что творится? Так, еще есть? Ботинки из кожи дедра, прикольно. Можно взять. Это можно взять. У меня, знаете, пришла мысль, что нет, наверное, смысла особого собирать вещи на продажу какие-то. Я же вообще не трачу свои сбережения. Смысл? Это только трата времени. А вот какие-нибудь, может быть... А вот неплохой баф. Какие-нибудь уникальные вещи собирать, разве что. О, смотри. А этот шлем, может, неплохо бы на меня смотрелся, кстати. А? Да, очень даже неплохо смотрится. Так, где мой? А, я, кстати, не переоделся в боевую форму свою. Ну, мой круче все-таки. Чем эти 4 защиты дополнительные лучше. Вот это можно взять. Призыв от ранахов может пригодиться. Надо снова чинить лук уже. Можно сразу выпивать это. Так, ну, самое интересное осталось. Стрела арены не очень такая, да? Так, и тут у нас...
Тут я уже был. Ну вот тут мне, наверное, не избежать нападения. Что? Так. Целых 2 бриллианта. Черт. Заметил таки. Ладно. Есть что продавать. Не знаю, мне сейчас уже кажется, это моя затея с ношением более дешевого шмота уже не такой привлекательный. Единственное отличие, наверное, то, что на мне что-то дольше приходится расковыривать врагов там. Что не так интересно. Вот. А вот сюда вот, похоже, придется нырнуть, да? Давайте, нырну. Вот какой-то такой прикид. А что у меня будет с собой? Одно зелье восстановления ХП. Одна отмычка мастера. Какая? Вот это, черт с ним. Вот этот щуп. Все. Ой, дряуги. Так, это все, что ли? Да, ну не может быть. О. Ну, явно есть верхний уровень еще. Можно это поносить для разнообразия. Так. Яд действует на него, приятно. Похоже, нужна левитация только, да? Окей, полетели. Если что, готов отстреливаться. Ну, вроде бы не от кого. Ой. Прям на черепушку. Мне стыдно, но я опять не знаю, кто это. Вообще на молоката похож. Я бы поставил что-то молокат. А? Друзья, кто это? Я прав?
Надо выбираться отсюда. Вроде тут ничего больше нет. Мне еще интересно глянуть, что там за дымка такая была. А, ну действительно водопадик. Может, где-то здесь это святилище. О, вот смотри, все. Скальный наездник даже не с одной тычки падает. Надо чинить лук. Ух ты. Правда, красиво тут. О, даже мост есть. Обжитые земли. Но мне, наверное, надо будет идти туда. Искать это святилище. Потому что, ну, оно по описанию где-то совсем уж в местах труднодосекаемых. То есть мне надо, наоборот, избирать что-то менее привлекательное в плане простоты добирания до туда. Скажем так. А, чертов жук. Отстань. О, копья. У меня так скоро левелап новый случится. Сила воли прокачивается. Тут я ничего не упустил. Интересно, туда еще слетать. Угу, хоть осмотреться можно отсюда. Я подхожу к тому месту, с которого я случайно телепортировался в Раньон Рун, вон там. Да, надо идти сюда. Вот, ну давайте это на следующий эпизод, друзья, уже на этот хватит. Спасибо, что смотрели. Рад буду вашим лайкам, комментариям, подпискам, если еще не. И увидимся в следующем эпизоде. Сэр Холмс, Tomb Raider Rebuild. Пока-пока.